По мне, самый недооцененный браслет, который я уже обозревал, а сегодня мы пройдемся по его основным характеристикам и дополнительным заметкам после месяца использования. Данный смарт-браслет имеет изогнутый экран в 1,47 дюйма, автоматическое измерение пульса, измерение кислорода, мониторинг уровня стресса и сна. Ко всему он имеет хорошее время автономной работы, но не буду тянуть, перейдем же к обзору. Xiaomi Redmi Smart Band 2, тем более на скидках он прямо очень выгодный. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Огромное спасибо всем, кто смотрит. Перейдем же к обзору. Распаковку вы видите. Теперь по браслету. Габариты капсулы 42 на 25 на 10 мм. Вес без ремешка, как и был, так и остался 15 граммов. Он чуть-чуть легче, чем Mi Band 7. Ремешок из TPU с регулируемой длиной от 135 до 215 мм. Запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Но ремешок как магнит для пыли и грязи. По дизайну все стандартно, а выполнен корпус капсулы из поликарбоната. При носке смарт-браслет не ощущается, как и они ощущаются во время сна. Легкий и удобный, тут добавить нечего. Что касается экрана, установлен TFT-дисплей на 1,47 дюйма с разрешением 172 на 320 пикселей. Экран покрыт закаленным микроизогнутым стеклом 2,5D с защитой от отпечатков пальцев. К рамкам привыкаешь, а вот подбородок лично мне не дает покоя. Напишите, если вы приобрели и вас это устройство устраивает. В плане подбородка. Интерфейс доступен на русском языке, у меня глобальная версия. Перевод хороший, в целом как и шрифт. Магазин с циферблатами в приложении, разумеется, есть, и установить любую фотографию на заставку можно. Плотность пикселей 247 ppi, скроллинг довольно плавный, перемещаться по интерфейсу в целом удобно. Автояркости и Always On дисплея нет. Максимальная яркость 450 нит, чего достаточно, но запаса яркости тоже нет. Время до отключения экрана максимум 5 минут, что удобно. Функция для отключения экрана накрытием ладони на борту, как и пробуждение двойным тапом по экрану. Поднятие для активации экрана запястья срабатывает стабильно и довольно быстро. Настроить данную функцию можно в приложении. Смарт-браслет имеет такие функции, как режим не беспокоить и спящий режим. Ко всему можно установить пароль, что, возможно, для кого-то будет полезно. Но лично я пароль на подобное устройство не устанавливаю, только если на умные часы. На браслет это уже слишком. По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, слева направо и наоборот виджеты, а снизу вверх меню. Персонализировать меню и виджеты можно в приложении. Минус за то, что нет панели быстрого доступа, так как если нужно настроить яркость, приходится заходить в меню, в настройки, потом во вкладку экрана, уже там регулировать яркость. Из интересного в меню есть поиск устройства, к которому он подключен, музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загружать музыку на смарт-браслет, разумеется, нельзя. Далее есть удаленная фотосъемка, которая работает без проблем со всеми смартами. Ко всему есть таймер на 3-5 секунд, будильник, который можно завести прямо с браслета, секундомер, и таймер по-прежнему не работает в фоновом режиме. Я думаю, не будет работать. К слову, все, что я говорю, не касается яблок. Почему? Потому что мне кажется, что если у вас есть iPhone, покупать браслет за 20 с лишним долларов это уже не камильфо, правда? Bluetooth здесь версии 5.1, при том, как мы помним, что у Mi Band 7 5.2. Подключать Bluetooth наушники возможности нет, как и, разумеется, нет возможности подключить нагрудный датчик. NFC-модуля, разумеется, нет. И даже если бы и был, по большому счету, вероятность того, что мы можем его использовать для оплаты, почти равна нулю, учитывая стоимость данного устройства. Тренировок достаточно, но вот отслеживания плавания в списке нет. Подсчет шагов имеет незначительную погрешность, встроенного GPS нет. Отмечу, что у меня были баги в прошивке, так как при запуске тренировки сам браслет просил выйти на открытое пространство для определения местоположения. Притом на смартфоне, к которому он был подключен, был выключен Bluetooth. То есть сопряжение между ними было разорвано. Но сам браслет решил, что он сам может определить местоположение и начал записывать тренировку. Конечно, я удивился, что за данную стоимость есть встроенный GPS, но после перезагрузки устройства при запуске тренировки тексту насчет определения местоположения добавилось предложение о том, что GPS используется именно в смартфоне для записи маршрута. Данная недоработка встречается редко, но она была не только у меня и не только на этой модели. Во время тренировки можно переключать треки, воспроизведенные на смартфоне. Интеллектуальное определение активности отсутствует, есть только напоминание об активности. Далее, Redmi Smart Band 2 умеет измерять пульс в автоматическом режиме с периодичностью минимум в 1 минуту, в ручном режиме или авто. Уровень кислорода измеряется только вручную, как и уровень стресса. Также есть мониторинг сна и отслеживание
состояние женского здоровья. Пульс, как и СПО2, у воздуха не нащупывает. На руке результаты измерений в целом хорошие, считает все правильно. Сон смарт-браслет мониторит корректно, как и все фазы сна. Но вот дневной сон они все еще не считают и вряд ли будут считать. Графики на браслете отображаются, но информации там, разумеется, по минимуму. А полноценно их можно посмотреть в приложении. Далее входящий звонок можно только сбросить или включить беззвучный режим. Быстрых ответов на звонки, как и на уведомления, нет. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки приложения отображаются, а смайлики отображаются, но не все. Посмотреть фото в уведомлениях нельзя. И длинный текст нужно будет дочитывать уже на смартфоне. Вибромоторчик слабенький и, к сожалению, не настраиваемый. 2 в одном, только минуса, да? В целом, по работе операционной системы, мониторинга здоровья, работы приложений и тому подобному, как я уже говорил в прошлом обзоре, все работает хорошо. Емкость аккумулятора 210 мАч, полный цикл зарядки как занимал 1 час 40 минут в среднем, так и занимает. По времени автономной работы я могу сказать, что у меня стали жить они около 6 суток точно, а вот в первый раз они держали заряд не больше 5 дней. Это связано с тем, что я менее активно стал использовать сам смарт-браслет. Конечно, хотелось бы, чтобы они жили подольше с таким функционалом, но что есть, то есть. На борту также есть режим энергосбережения, разумеется. Напоминаю, что Xiaomi Redmi Smart Band 2 имеет водонепроницаемость класса 5 атмосфер. С ними можно купаться, мыть посуду, не бояться намочить их и так далее. Но не советую с ними купаться в горячей воде, ходить в сауну или баню, а также купаться в соленой воде. Никакие электронные устройства это не любят. К приложению Mi Fitness Redmi Smart Band 2 подключается с регионом Россия. В приложении все стандартно, ничего не изменилось и не добавилось. На данный момент версия ПО смарт-браслета 2.1.69. Минусы: нет оценки Pi, нет фонарика, нет панели быстрого доступа, заметные рамки у экрана и наличие подбородка, не хватает насыщенности экрану, нет заготовок для звонков и уведомлений, слабенький вибромоторчик, нет автояркости, нет автоопределения активности, мало настроек для тренировок, хотя с другой стороны, неужели вы и правда пользуетесь всеми 100 тренировками, как в Бенде 7? Нет отслеживания плавания, эти минусы как были, так и остались и никуда они не денутся. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, скорее всего сейчас идет сейл, если я выгружаю этот обзор, и скорее всего на этот браслет будет приятный ценник. Это с одной стороны, с другой стороны в российском ритейле я повторяюсь, что подобное устройство, особенно низкого ценового сегмента, всегда можно купить выгодно. Главное уметь искать. Для этого не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, там всегда хорошие предложения, и в нашем ритейле тоже. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто оставит комментарий больше 5 слов к обзору, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. За просмотр тоже всем огромное спасибо. Резюмирую, браслет Redmi Smart Band 2 спорный браслет. Мне лично хотелось бы слегка лучше автономность и как минимум AMOLED экран. А также за месяц новых обновлений не прилетало, учитывая то, что есть недоработки, которые нужно было бы пофиксить. Это странно, но цена становится приятней. Поэтому девайсу от меня да, добра и удачи вам, дорогие друзья.